Очень мило. Есть контакт? Прием. Есть контакт? Прием. Да, теперь вижу. Всем привет. Спасибо, что собрались. Даже смотрю, много людей здесь. Так, ладно. Осечка вышла. Все-таки хотел через рестрим делать, чтобы и Twitch подключался, но что-то я немножко напортачил. Хотя казалось, что вообще-то машина готова. Так. Сейчас попробую. Сразу запущу. Сейчас попробую. Тут, к сожалению, как всегда, у нас это с задержкой показывает, если смотреть на этот через сам YouTube. Так, изображение есть. Не пойму, только картинка тормозит или только мне так кажется? Колян, привет, помогай, как специалист. Сейчас. Так, картинка тормозит, картинка тормозит. А чё он у нас тормозит? Самое это смешное, что на самом компьютере это все нормально. Дайте-ка секунду. Не, я про то, что звуки-то понятно, что работает, а вот картинка... А, ну сейчас... Главное, что звук уже есть. Ладно, а то бывает, что еще и не слышно. Дайте-ка секунду. Сейчас не дергало. Ну давайте сейчас еще раз запущу. Так, это отключить оповещение.
Так, сейчас дубль 2 попробуем, может быть получится. Я так думаю, что чат подгружается немножко быстрее, чем сама картинка. Ну, я имею в виду картинку, которую я вижу. Кстати, как по громкости микрофона? Ну вот я сейчас смотрю, вроде не тормозит ничего. Ага, лишь бы не сглазил. Ну да, Гоза всегда у нас помогает с... По громкости нормально. Но картинка все равно тормозит. Вот что она тормозит? Так, извините, я прям на секунду.
Так, прошу прощения за задержку, ради бога, извините. Все-таки первый блин комом, ну, я предполагал, но не думал, что пойдет все не так. И с рестримом что-то пролетел. В общем, всем привет, спасибо огромное, что собрались. Я тут думал, тут будет только Эдем и Колян, но тут даже зомби пришла. Кстати, привет. Так, Зо просила сделать чуть тише. Чуть тише мы сделаем. А чуть Тьфу. Меня самого тише или игру? Вообще как оно, чат? Так, лаги есть, лаги есть. Ну вот с лагами непонятно, то они есть, то нету, но вроде бы... Ну, как самое это интересно, у меня их нету. По настройкам я так посмотрел, вроде не должно было быть вообще лагов. Тем более мы играем-то в Думец. Не во что-то такое прям. Хотя, я так понимаю, дело не в том, какое это приложение, а именно передача идет плохо. Но сейчас по громкости как? Лучше, не лучше? А я источник с рабочего стола и взял. Я сразу стримлю не игру, а именно рабочий стол свой. Ну давайте, может быть, поменяю на приложение. А то да, смотреть на то, как тормозит картинка, удовольствия никакого. Сейчас. Так, сейчас я попробую. Вот пойдет, не пойдет. Вот есть картинка, сейчас нет. Я, конечно, сейчас сам увижу, но у меня запоздание приходит. Нет, чернота. А нет, не чернота. Ну вот вроде сейчас вот не тормозит, я так смотрю. Все, слава богу. Так, ладно, давайте-то теперь самый главный момент. Я так потыкал немножко этот мод. Самое смешное, что в чистом виде эти оба мода вообще не сращиваются. Пришлось немножечко покопаться в коде Unseen Evil, чтобы он, ну, работал без багов. Но я так посмотрел, что на Watch Me Die слишком прям уж много монстров.
Хотя при этом, когда выбираешь I Own Doom, там монстры вроде как с Ultra Violence это подтягиваются. Но именно расположение. А стрим хоть сохранится? Да, я сохраню его. Я его перезалью. У меня, благо, есть два друга, которые по некоторым причинам, включая и временные зоны, ну, не могут сейчас присутствовать. А посмотреть бы посмотрели. Ладно, если я буду тупить, лучше я выберу тогда стандартную. Вообще рассказывайте, как у вас дела, потому что обычно я редко уже переписываюсь с людьми, даже поговорить вот про вот это. Я так знаю, что у нас практически весь чат состоит из тех, кто играет в Doom, ну что логично. Здесь даже отмечался один парень с Doom World, но смотрю, он молчит, потому что я ничего не говорю на английском. Ну да, смотрю, картинка идет плавно. Ну, Колян, понятно. Ну, в принципе-то и хорошо. Мероприятие это всегда хорошо. Не, ну, я имел в виду преимущественно собрались тех, кто играет в Doom. Так-то, конечно, и зомби, например, вообще в него не играла никогда. И ты вот... Какие моды в почете? Вот только не Project Brutality. Brutal Doom я еще тяну, но все эти додумки мне уже не прикалывают. Но это такое. Пистолет жестко орет. Сейчас. На 45 поставлю нормально, я думаю. Да, кстати, я не зря сделал, что сложность не самую тяжелую поставил. Если я буду отвлекаться на чат, буду явно тупить. Ожидаемо. Вообще с модами, конечно, интересная история. У нас кто-нибудь делает моды? Или только все потребляем? Я вон сколько понабросал из того, чем занимался, что аж даже неловко становится. Надо было бы автора маппака сюда пригласить. Но он бы точно удивился, потому что он в таком исполнении свой ват не видел. Я, кстати, в него вообще не играл. То есть... именно этот маппак для меня новинка. Несмотря на то, что он, очевидно, это ремейк.
Карту попробовал слепить. Хорошие идеи, чтобы изучать моддинг, пока нет. Ну тут, конечно, да. С идеями еще надо разобраться. У меня-то идей было много, но они мне все крутились, конечно, вокруг... Ну, воссоздание чего-нибудь уже существующего. У меня ремейки головного мозга. Даже вон, иронично, я сейчас играю в очередной ремейк. Ну, отнюдь неплохой. То, как он постарался, мне понравится. Только автору не в обиду, я забыл, кто именно это делает. Я не представляю, как играть в слотер-мапы на стримах. Я он видел отрывки записей. Мне кажется, ты либо игнорируешь чат полностью, либо ты все-таки играешь. Игру подубавить, выстрелы все равно заглушают. Да сейчас мы сделаем. Так, ну я уже 30% поставил. Но если все еще будет громко, давайте убавлю. А картинка как, нормально? Потому что я понимаю, что здесь ночью копали уголь кое-кто, судя по изображению. Но... Прибавить себя относительно игры. Я могу вот так сделать. Так лучше, нет? Вот так намного лучше. Хорошо. Ну, игру убавил я до 30. То есть, я сам ее практически уже не слышу. Ну, это уже чисто мое, то, что я наушники не настроил, ладно. Но главное, чтобы вам было комфортно, потому что я по себе знаю, как зритель обычно стримов. Вообще неприятно, если все переглушает. Музыка нормально, пушки чувствуется. Давай попробуем по-другому. Давай сделаю рокировку. Я поставлю сейчас звуки на 50, музыку на 70 и мастер на 30. Ну, не меняя мастер. Или 75 даже вот так. Если вдруг, ну, что-то не так, подсказывайте, пожалуйста. Так, это я открыл люк. У нас автор этого мапака молодец. Он 33-ю карту решил сюда тоже добавить.
Я как человек, который 33-й картой очень долго занимался в плане переноса, ну, в разные проекты, включая PlayStation Doom, впечатлен. По-моему, вот так заморачиваться никто не заморачивался. И те, кто в Doom не играл, это в принципе ничего не говорит. Но те, кто играли... О, прикольно. О, твою мать. Все. Шутки кончились. Так, точно. Нам надо сохранение, потому что хрен его знает. По крайней мере, с голосом балансированный. Уже радует. Блин, я оригинал-то плохо знаю. А вот эту 33-ю переделанную карту я тем более не пойму. Где какие секреты? Вообще, задумки с переделками у тебя прикольные на канале, но сам бы я в такое играть не стал. Не настолько меня это занимает. Но сам факт существования таких вещей прикольно. Ну да, понимаю. Потому что это из пустого в порожнее, грубо говоря. Конечно, некоторых это вообще не втыкает. Но мне дай повод поиграть в ремейк чего-нибудь, и я прям с радостью. Ну, кроме второго Резидента ремейка, у меня с ним сложные отношения. Один из моих друзей как раз говорил, что, знаешь, стрим буду смотреть, но только если ты будешь играть во второй ремейк. То есть он меня троллит потихонечку. Пистолеты, шотганы резко кричат. Ну да. Ну и да, я так понимаю, мод подавился в том плане, что карта 33 по счету, он никакой замены музыки здесь не сделал. То есть я бегаю в тишине. Ну, соответственно, вы тоже. Про Дио не понял. Я тут вроде говорил про автора Маппака. Если это ты... По поводу ремейка второго Резидента. В общем, как это объяснить? Я знаю, что у многих людей это вызывает сразу непонимание. Ни в коем случае игра неплохая. Уж учитывая, как она играется, вообще никаких нареканий. Но лично у меня ожидания и реальность вот не совпали вот настолько... Так, простите, сейчас... Второй ремейк это я. Так вот, по поводу второго ремейка. Все-таки какой-то... Вот эта хардкорность, которую они заложили в нее, мне как-то вот она не зашла. Особенно вот эта история с тем, что хедшоты, вот можно просто на них забить. То есть какие там хедшоты? Там больше формула Dead Space использована. То есть вот лучше расчленить зомби. То есть отрубите им ноги, руки, чтобы они вам не мешали. Но в голову стрелять это забейте. И мне такое претит, потому что, во-первых, ну все предыдущие части это было не так. А тут все, типа забудь.
И я знаю, что есть логичное объяснение, что, как бы, знаешь, Тоха, ремейк не обязан повторять вот все те идеи, которые были раньше. Это же новая игра полностью. Но я что-то вот с этой мыслью свыкнуться не смог. Мне вот не зашло. И при этом я играл в третий ремейк недавно. Этим летом. Так, извините. И третий ремейк, да, я знаю, что у него есть проблемы. Особенно в плане того, как... О, извините. Твою. О, неплохо. Хорошо сделал. Ладно, хоть я сохранился недалеко. В третьем ремейке, да, он сокращенно ощущается. Хотя это, конечно, тоже дискуссионный вопрос. То есть, третий ремейк и оригинальный третий Resident, они, ну, по времени прохождения соизмеримы. Но все равно ощущается, что именно ремейк идет галопом по Европам. То есть, как будто совсем меньше локаций. Хотя, на самом деле, оттуда вырезали парк. Ну и вот этот завод они переделали в лабораторию Umbrella. И как бы вот все вокруг вот этого крутится. Ну, еще прошу прощения, конечно же, у нас это часовню Святого Михаила вырезали. Но это был тот момент, что когда вот я дошел до этого момента, и когда увидел, что часовню мы как бы игнорируем, я даже не напрягся. Ну, вот эта часовня, она в ремейке, именно вот его стилистику, ну вот вообще никак не вписывается. То есть то, что они его вытянули, это наоборот было правильно. Но я согласен с мыслью некоторых фанатов, что ну лучше было так сильно от себя тяну не пускать. То есть, ну можно было сделать в один в один, как вот второй Silent Hill делают, сделали. Там же почти игра-то, ну, не сильно отличается. Там улучшили локации, увеличили их, но все остальное проходится более или менее. Ну да, вот третий ремейк, он отличается. Да, прошу прощения, что сбивчиво говорю, отвлекаясь на Арчвайла. Не-моё. Босс-файт с червем вырезали. Это правда. Ну, они вообще сделали такой упор странный. Вот, например, Hunter и G, они вот были в оригинале, но они были совсем не такие. Тут они прямо в ремейке из них сделали, ну, какое-то вот нечто. Привет, дрожь земли с гробоидами. Четвертый ремейк считают успешными. Да, так самое смешное, как вот и сами Capcom заявляли еще, когда только четвертый Resident Remake разрабатывался, что мы вас услышали, мы поняли, что вам не понравились такие вот изменения, мы сделаем четвертый ремейк именно вот, ну, как оригинальный ремейк, как оригинальная игра, но прям во всем улучшенная. И, ну, в принципе, даже если это неправда, что они просто, ну, так сказали, что просто успокоить людей, ну, ничего плохого не получилось. Я про четвертый ремейк плохих отзывов вообще не знаю. Ну, ладно, вру. Я слышал какие-то отзывы, но они для меня настолько, ну, несостоятельные, что даже, не знаю, катить бочку на четвертый ремейк, ну, специфический момент. Я-то и на второй ремейк-то сильно, ну, не качу бочку. Я как бы, знаете, как, с уважением к идее, с уважением к тому, что люди старались прям серьезно. Чисто мне вот, ну, немного не зашло, немножко не то. Я хотел, как это, кощунственное такое заявление, что хотел бы второй ремейк, чтобы он был как четвертый Resident. То есть более экшоновый. А он все-таки, ну, как логично, survival horror, Metroidvania, выживач. Как бы, ну, немножко сказать, ну ты куку, ты чего ждал-то? Тройка показалась как дополнение, нежели полноценная часть. Ну да, есть такое, но оригинал тоже туда же. Там даже есть вот эта прохладная история, что изначально третий Resident, это даже не Код Вероника была, а какая-то часть, набросок был про то, что вот там Ханк на корабле бегал, охотился за G-вирусом. Короче, там это тяжелая история. Сам я уже плохо помню, просто давно уже, ну, из темы выкатился. У Capcom есть какая-то особая любовь к играм, проходящим на лайнерах в море, на круизных кораблях.
То есть они сначала начинали вот эту историю с Ханком, якобы, я вот не помню, есть вообще пруфы про вот это. Потом они сделали Гайден с Леоном, который потом признали не каноном, потому что, ну, сюжет Гайдена кончается тем, что Леон это у нас Алекс Мерсер, он теперь как бы не человек, а что-то другое. И от этой идеи плясать было тяжело. Они поэтому сразу его из канона вытянули, этот Гайден. И опять этот корабль приспособили, ну, в Ревелейшене. Так. Плюс еще без наемников. Да, наемников... Да, вообще, конечно, третий ремейк, он... Ну, он обрезанный. Там даже до смешного. Я вот смотрел эту тему. У нас датамайнеры, мододелы, они там выкопали, что сам по себе Raccoon City, он гораздо больше, чем то, что мы видим. То есть они построили районы города, а потом, ну, видимо, дедлайн поджимал или еще что, они взяли, огородили заборчиками. И там есть полупустые районы. Причем самое это нелепое, зомби там не спавнятся, но Немезис может спавниться, если ты ноуклипом бегаешь по вот этим районам. Там было что-то такое, там демонстрировали, то есть это... Ну, прям чувствуется, что да, игру что-то поджимали. На самом деле, можно тебя понять, мне лично показалось, что Биркин в своей 4-й форме в финале за Клэр неубиваем на хардкоре, это в первом прохождении. Но я второй ремейк, кстати, и не прошел. Каюсь. То есть я бросил игру буквально как я победил первого Биркина. Причем первого Биркина я прошел вот вообще без проблем. Ну, я играл-то, конечно, не на тяжелой сложности, но... Так, вот прыжки нужно, что ли? Но я так поиграл, сохранился, думаю, ну, ладно, наверное, пойду поиграю потом. И что-то вот это самое потом не наступило, я тупо на игру забил. А это был какой год? 21-й? Сейчас уже 25-й, уже середина, а я все, ну, забил. Я вот подумываю начать еще раз поиграть. Ну, там... Свежий взгляд, все дела, но... Пока руки не доходят. Да еще, кстати, как вы видите, плашку в углу. У меня сейчас, конечно, с играми-то и не особо-то получается. Второй ремейк еще шел нормально. И третий на низких настройках. Но вообще игры уже не это. Плохо пашут. Я не прошел ремейк 4-й части. Поиграл, в итоге забросил. Ну, а кстати, почему забросил-то? Ну, именно просто тоже так стало скучно. Ну, как, знаешь, просто сохранился, вышел и все, и больше не заходил. Или прям какой-то момент выбесил тебя, что ты прям, ну, думаешь, да ну его, лучше оригинал навернуть. Вообще, корабли в океане очень хорошо подходят под формулу оригинального резика. Типа такая же камерная фигня, как и особняк, и все механики, загадки на корабле как будто логичнее выглядят. Ну, тут согласен. Даже больше, у меня, например, одна из любимых частей Резидентов, которые не из номерных частей, это Dead Aim. И, ну, Dead Aim вообще, ну, я его буквально, ну, нельзя сказать стабильно, но раз в 2-3 года я точно его перепрохожу. Тем более, ну, играется он нормально, экшоново. Я, конечно, не знаю, как он на пистолетах, они же там, ну, изначально предполагалось, что ты берешь световой пистолет и им целишься. Но ей на геймпаде вполне себе неплохо. Так, и я потерялся на этой карте. Чудесно. Dead Island на паузе стоит. Мне с Dead Island вообще смешно. Мне так понравилась первая часть, и я ее 2 раза уже играл, и оба раза я ее так и не допрошел. Я доходил до какой-то точки, не до какой-то конкретной, что там, ну, что-то меня задевало, а именно, ну, сохранился, вышел и все, и забил. Я знаю, это звучит уже как-то слишком часто в моих разговорах, да, я говорю, что прошел и забил. Обычно это не так, но вот именно со вторым ремейком, с Dead Island 1, почему-то вот так получилось. Как ты относишься к более поздним частям рэпа типа Simi Village? Ну, на данный момент мое отношение сформировано так, что 7-я и 8-я части меня в принципе устраивают. Я вот к ним прям вот какой-то любви не испытываю.
Я вообще просто, опять же, это ожидание реальности. Седьмой Резидент, когда его только анонсировали, меня сразу как-то смутил. То есть, они такие, ну, я имею в виду Capcom. Ну, шестой Резидент, он был провал, вам не понравилось, мы все поняли, мы сделаем работу над ошибками, вам всем понравится. И они выкатывают игру от первого лица в особняке. И такой смотришь, ну да, это как будто лайтовый перезапуск. То есть, вот вам особняк, как в самой первой части, вот вам от первого лица, как это планировалось изначально. Если кто не знает, там первый Резидент вообще делали, ну, концептуально предполагали, что он будет от первого лица, как Doom. Но, само собой, они потом поняли, что они ни за что на свете не смогут сделать, ну, Doom в особняке. А у них таких мощностей не было, они переиграли эту всю тему. И такой думаешь, ну да, вы вернулись к истокам, вы даже старую идею подтянули. Но и такие говорят, вот вам Итан, вот вам жена. И интро, я тогда помню, когда они показывали замес, ну, в качестве тизера, что Итан, приезжай в непонятные дали, спаси меня. Я такой, ну, что-то вторым Silent Hill'ом запахло. Еще поди, жена мертва. Ну и я как-то, ну, без энтузиазма к седьмой части. Но потом я так посмотрел, ну, вообще-то, как игра, ну, никаких нареканий у меня к ней нету. То есть, исполнено хорошо, напряжение держит, есть интересные энкаунтеры, есть интересные пазлы. И музыка, кстати, неплохая. Вот тот же Safe Room прямо, ну, это та часть, которая вот запоминается. Я имею в виду музыка. Ух ты, меня кто-то стреляет. Ревенанты. В ремейке Резиков не играл, ибо у меня комп не потянет. У меня оригинальный R2 уже прошел Леона, а где-то осенью прошлого года подзабыл. Понимаю. По поводу того, что комп не тянет, это я прямо жму руку знакомых. Хотя, конечно, как я говорил, второй, третий ремейк, ну, у меня запустилось со скрипом, но запустились. Кстати, да, чтобы запустить третий ремейк, пришлось потанцевать с бубном, он изначально не работал у меня. Больше Silent Hill F жду. Я жду, но в пассивном режиме. То есть у меня нет ажиотажа, что типа, вот это Silent Hill, я в него должен сыграть, прям как только, ну, релизнится. Немножко не так, но смотрю с интересом. Хотя первая моя реакция была, конечно, what the fuck, а какого черта это Япония, когда Silent Hill это у нас Америка. И даже не просто какая-то там абстрактная Америка, а конкретная. То есть вот город в штате Мэн. Не, вообще шестой резик по кайфу был. Помню, только этот резик и прошел. Боюсь, что оригинальный резик задушнись в плохом смысле этого слова. Ну, как сказать? Если играть, конечно, в самый первый... Так, извините. То, конечно, задушишься. Даже в ремейк можно в первый задушиться. Он уже немножко, этот дизайн у него... Ну, не устарел. Не понял, я же включал. Немножко уже кажется устаревшим, он немного неудобный. Даже несмотря на то, что в ремастере, который выходил на ПК в Стиме, я про первый ремейк, ну, подтянули там танковое управление, разрешили убрать, но само ориентирование в карте, ну, некоторых современных игроков, я смотрю, уже немножко поддушивают. Мне кажется, иногда порой игра начинает слегка дергаться. Вот я не знаю, у меня вот, я играю в ад, вот вообще никаких затыков нету. Под чего он тормозит, даже понять сложно. Тем более, видите, я вообще не специалист по стримингу, и определить, что это такое тут мешает, я так и... Ну, четкого ответа у меня понимания нету. Надо Аду попробовать ремейк третьей части. Ремейк четвертой части за Аду ты имел в виду? Кстати, недавно из-за проблем с компом пришел к игре со Space Marine 2 на облачном гейминге. Ну, облачный гейминг, кстати, ну, как вариант, если прям очень сильно хочется, но нет возможности собрать новый компьютер, то, может быть, это, ну, подходит. Я сам думал об этом, но не очень сильно зацикливался. Все-таки дошло до того, что спасибо моим друзьям, помогают мне собрать комп. Часть от меня, часть от них. С миру по нитке, да вроде соберем. Уже тогда за обычный гейминг не думаю.
Вообще Silent Hill F это Fatal Frame или Forbidden Siren на минималках. Ну, стилистически согласен полностью. Вот Forbidden Siren, вот лично для меня, прям веет конкретно от части F. Ну, я не думаю, что это что-то плохое. Меня только в плане лора это смущает. Потому что я так понимаю, ну, это такое смелое предположение, что они пытаются зайти, имею в виду Konami, на территорию, что вот у Хизер была бабка, а бабка это была японка, и японка непростая, а вот ведьма, и что типа Silent Hill как место действия вообще не играет роли. То есть, ну, там помогло, что это было индийское захоронение, проклятые земли, но на самом деле все исходит от того, что вот Хизер, Олеса и ее родственники это вот ведьмы. Я вот чувствую, что они вот какую-то в эту стезюку пытаются загнуть. И Silent Hill F это именно что приквел приквела, то есть он еще раньше, чем Zero. Ну, я могу ошибаться. Но иначе я не вижу смысла, зачем вообще приплетать сюда Silent Hill. Если вы помните, 4-й Silent Hill The Room, и так многие, и даже некоторые до сих пор считают, что это, ну, притянуто за уши. То есть вот назвали его Silent Hill'ом и все. А на деле это вообще игра не про то. То, ну, и оправдать это еще можно, что на самом деле да нет, там очень много связей, которые вот нельзя вот так просто вытянуть. Но Silent Hill F это вот прям реально крайне смело. Ремейк третьей сложности ад, не пробовал, надо попробовать. Все, прошу прощения, читаю невнимательно. Я про ад слышал, что пройти игру реально, но только не месяц финальный, он... Ну вот прям сделает с тобой то, что делают на Rule 34 с Jill. Потому что там просто абсолютно непредсказуемые атаки. И... Так, извините. Сомневаюсь, что Silent Hill вообще связан с предыдущими частями. Ага, я умер. Да я тоже сомневаюсь. Так, не понял. Вот это геймдизайн, пацаны. Вы поняли? То есть в лаву наступать нельзя, ты сразу умираешь. А вот если ты по вот этой тонюсенькой фигне пройдешь, то все нормально. Я в шоке. Ну ладно, зато задарили, тут БФГ даже дали, ничего себе. Ну я помню, что в оригинале оно тоже было, но прям совсем люто ощущается теперь. Вы можете представить себе, мы по хронологии Дума, мы вторую карту только прошли, а уже БФГ на руках имеем. Читерство. Вообще, конечно, больше всего из Silent Hill жду первый ремейк. Ну, ремейк первой части, в смысле. Там все-таки уже анонс был. Я, конечно, предполагаю, что по формуле это будет та же самая игра, что и вторая часть. Ну, имею в виду ремейк. Но в этом минусов я не вижу особо сильных. Лишь бы не напортачили со всем остальным. Здорово, Декс. Привет, привет. Спасибо, что заглянул на огонек. Честно скажу, я прям искренне рад, что вы все пришли, потому что я ожидал, что здесь будет максимум 2 человека. И то, скорее всего, еще в режиме просто... Ну, посмотреть. Я заблудился. Вот это настоящий Doom. Куда мне идти? На просто 33-ю карту не очень хорошо помню. Так как она и не из официальной... Ну, она официальная, но... Только с некоторых пор. Раньше-то ее вообще не было. Так, мне надо телепорт наружу найти. Наверное, вот это. Это меня 2 человека смотрят. Да ладно? Чего уж принижаешься? Я подольше посидел, но надо вообще самому уезжать, пока до места доеду. Я понимаю. Спасибо большое, Колян, что и посидел, и подсориентировал меня тут со стримом. Все-таки начало было, ну, весьма неровным. Это я признаю.
Надо будет коллапс сделать. Ну да, можно было бы. Чувствую, зря я полез в эти катакомбы. Когда я играю игры, меня смотрит один человек, это человек я. Так что у тебя все будет. Да я вот в этом-то и дело, я, ну, вот искренне удивлен, потому что я знаю, что у меня там 7000 подписоты на YouTube, но у меня там половина это мертвые души. Еще какая-то часть это англосаксы. Кстати, там по-любому был один человек, он в чате писал, но он, наверное, просто сейчас смущен, потому что тут кругом русские пишут. Я просто даже, я не знаю, во-первых, my English, let me speak from my heart, вот такого уровня. То есть читать я это читаю нормально и даже бегло, но разговариваю, это сразу прям двойка с моим произношением. И даже не знаю, что можно было бы сказать. Но он меня ничего не спрашивает, я смотрю, больше он не пишет. Блин, если не получится, придется ноуклипаться. Ну, потому что я не думаю, что вам прям это будет интересно смотреть на то, как я бегаю в зеленых тоннелях, где ничего не происходит. Что-то затупил. Тут надо найти синий ключ. Синий ключ находится вроде там, где я бегал, где я BFG подобрал, но что-то автор карты так сильно переделал, что, ну, ничего я там не нахожу теперь. Что очень странно. Silent Hill F лично для меня это хорошо забытый куон. Ну да, все лучше новое, хорошо забытое старое. Вообще в этом плане печально, что люди забывают. Ну, с одной стороны, то есть, да, забывают, но эти идеи хотя бы используют заново. А бывает, конечно, совсем печально, что была игра Hidden Gem, и как бы все на этом. Было и было. Тут хотя бы хоть что-то переиначивают на новый лад. Вот интересно, куда идти? Да я просто слежу за его детищем периодически, подкасты с ним это что-то новенькое. Подкасты с кем? Я, извините, что-то потерял нить. Так, ладно, не хочу душить. Давайте подумаем. Где-то. Ладно, сейчас на выход пойдем. Да простят меня пуристы, но... Так. Да ладно. Все, ладно. Короче, я настолько плох, что я даже не помню, как кейкарт пишется. Но эта карта прям Doom 3 напоминает мне уже. Ну, как бы понятно, что... Ух ты, твою мать. Ладно, пусть так. Подкасты с Дексом записал. Вот идея вроде интересная, но я смутно представляю, о чем со мной ты будешь говорить. Только о том, что я буду ныть, что я очень много модов придумал, но я не сделал половину.
Так, чувствую я, что тут потребуется вот такое. Не, ну, мое почтение автору ремейка этой карты, потому что в оригинале вот эта зона, ну, она была вот максимально, вот просто 3 коробки и много врагов. Тут-то он прям переделал, тут целая станция. Даже фонтанчик вон ядовитый. То есть прям внимание к деталям, ну, превосходное. Вот это, конечно, оригинально. Ну ладно, пусть. Что это такое? Вот это он придумал, конечно, оригинально. Скажем так. Ничего, такая квартирка. Желтого ключа нет. Ну, это понятно. Ну да, ну да. Никогда такого не видели, вот опять. Через рейс играешь? Нет, GZ Doom. Я даже не уверен, что рейс это поддерживает. Он же все-таки у нас более рассчитанный на Duke Nukem и Blood. Вот сейчас вот честно картинка тормозила. То есть вот если сейчас подтормаживать будет, то это... У меня карта подвисла. Блин, ну реально человек заморочился. Он даже здесь квартиру сделал. То есть у него кухня. Оригинально. Ванная, туалет. И непонятный выход. Ладно, засиделся на этом битрее. Так, музыка заиграла. Если вдруг окажется, что она громкая, то подсказывайте. Да ладно. Квартира с факелом. Ну, тут она еще, кстати... Ну, я думаю, что многие и так это поняли. В оригинале эти карты не так выглядят. То есть вот этот мод на Doom 64, он здесь свою лепту внес. Вот эти все текстуры, изображение факелов. Это все чужое, это не изначальная задумка автора. Автор не так это проектировал. Но смотрится плюс-минус аутентично, даже так. С этим модом он просто более жуткий стал.
Включается форк Doom, простите, я полный новый этой франшизе. Ну, насколько я помню, Рейс это правда форк Гозы, но только... Ну, он-то как-то так был перезаточен. Слушайте, тут я сам... Ну, не буду городить, я сам плохо помню про Рейс именно. Так, сейчас. Но в любом случае на Рейзе запускать удобно было Power Slave, ну, ПК-версию, само собой. Blood работал плюс-минус нормально. И Deep Nukem, по-моему, тоже на Рейзе хорошо работал. А с Думом, по-моему, он уже не особо, потому что, ну, для Дума есть все остальные порты. Смотрится реально круто. Ну да. Я, кажется, хотел посмотреть, как это выглядит. Ну, и я когда писал, получается, сколько, 1,5 недели назад с предложением постримить. Ну, какие варианты... Сейчас, секунду. Какие варианты сопоставить. И, в принципе, большинство голосов оказалось внезапно вот за вот это. Не, хорошо, что я не брал самую высокую сложность, я бы здесь тогда тупил бы еще сильнее. Когда запускал Blood на рейс, катсцены отсутствовали. Там это как-то фиксится, а тоже у меня не с первого раза получалось. Там немножко, конечно, замудренно это все. Ничего себе. А, я не догадался, то есть отсюда можно было выплыть. Любопытно. Да это интересная переделка. От прожектайла даже динамический свет есть. Да. Ну, недаром на основе GZ Doom-то делают тотальные конверсии с переносом каких-то других игр или продвижением каких-то идей, делают такие фичи. А что я делаю? Ну-ка. Он по Interior в Думе переносит. Как раз он самое то. Блин, я на эти карты смотрю, то есть, ну, это совершенно, ну, серьезная проработка от оригинала, вот чисто, как это, общая геометрия осталась. Я боюсь представить, сколько человек... Извините, звуки такие резкие. Сколько времени заняло переделать это все? Ну, это катсцена, да. Там через конфиг надо все время присобачивать. Что для Рейза, что для GDX. Так, я собрал не все, но пойдет. Ладно. Сейчас смотрю, изображение опять подтормаживает, да, у вас?
Геморройная ситуация с играми Build Engine. Ну да. Потому что такая тема с сурспортами-то не сильно там развита была. Для Дюка был Едюк, и все плясали вокруг этого. Но тоже неудобно. А есть типа как Hunter Remastered для первого Дума. Ну вот именно как вот это, нет, я такого вообще не помню. Нет, такого я точно не... нет, подождите. Был такой проект, как-то он назывался, то ли Unfamiliar, ну типа как незнакомый эпизод. Он там переделывал. Но там, конечно, стилистика немножко другая. Здесь все такое индустриальное, то есть мы как будто вот завод, он какие-то доки, какие-то эти контейнера, а там у него это все база. Ну, с другой стороны, а на Фобусе как бы что и должно быть. Ну, есть, короче, есть похожее. Там было Unfamiliar, что-то там. Так. Но вот этот Unfamiliar, он точно в разработке все еще. Если Doom 2 плюс-минус готов, то есть там я видел, что там автор как бы не ставит, что это релиз 1.0, а бета какая-то там, но насколько мне известно, все карты уже готовы. А вот с первым Думом не так оно. Я вообще, в принципе, собирал список на Doom World, постил. Как раз вот сборник всех ремейков фанатских, которые вот делались. Ну, этот ват там тоже присутствует. Но я думаю развивать эту тему, потому что там я выкладывал это как справочник. Ну, вот есть такой-то, скачать тут. Есть такой-то, скачать тут. Это немножко не то, конечно. С Дюком на рейзе у меня не пошло на втором уровне, где нужно было взорвать здание, а потом взять ключ-карту. Я смог нажать кнопку без пульта управления, багует, короче, иногда. Не, а там, ну, нажатие на кнопку без пульта, это же, по-моему, даже спидранерская фича, потому что это, ну, завязано на том, как работают эти движки, что Doom, что Duke. Ну, есть стена, лайн-дефы, то есть линия. Эта линия, она имеет, получается, переднюю и заднюю сторону. И есть такое в движках в этих, что задняя и передняя сторона, они, ну, иногда работают именно, ну, без этой привязки. То есть задняя сторона и передняя становятся без разницы. И вот за счет этого ты можешь там нажимать сквозь стены или с обратной стороны. То есть это не совсем баг. Ну, это баг, но не завязан на сурспорте, это именно движок так работает. Но если я правильно тебя понял насчет нажимания. На билде такого не было. Ну, я, может, просто неправильно понял, о чем ты. Просто, ну, я даже знаю, как показать можно, что там действительно те, кто спидранит, они вообще не заморачиваются, нажимают на, ну, позади. Так. А, ничего себе, он переделал ловушку эту.
Подлюка. Но фат прям хоррорный, как есть. Да, ты серьезно, зачем это было сделано? Ну, ладно, хорошо. Я поражаюсь, тут, конечно, работа с 3D полами. Ну да, как я мог не догадаться. Ну реально, очень темно. Что с ремейком Duke Nukem Advance? Наконец-то кто-то задал нужный вопрос в чате. А то же я думал, когда же я могу потрендить о том, как я обещал и не сделал. Тут, короче, все сложно. Ну, в каком смысле сложно? Был такой, получается, период, когда я вообще никакие моды не хотел делать в принципе. Это немножко наложилось. Так-то проект у меня заморожен, я его не совсем бросил, так как есть небольшое, именно вот что небольшое желание над ним работать дальше. Но я пришел к такой мысли, что в одиночку моды пилить я уже больше не могу. Нужен какой-то напарник. А найти напарника, ну, проблематично. Даже я помню, что я вот искал именно, чтобы работать над этим ремейком, и, ну, ничего из этого не получилось. Человек сам был занят, и как-то других желающих я тоже не нашел. И я подзабил. И это несмотря на то, что в плане исполнения, ну, уровни уже готовы. Ну, не на 100%, но основные наброски, они уже есть. То есть там бери, переделывай, ретекстурируй, добавляй вот такие же детали, как вот здесь. То есть как бы ничто уже не мешает, там не надо с нуля рисовать эти карты. Ну, подзастрял я. А в одиночку что-то это было уныло делать, и я подзабил. Так что в этом плане, если есть люди, которые заинтересованы, ну, поработать вместе, то можно рассмотреть этот вариант, почему бы нет. Но я просто вот реально уже теперь только в паре хочу работать. Я сейчас буквально все вещи, ну, которые я делаю с кем-то. Мне друг помогает с пейнкиллером, например, я в пейнкиллер еще вкатился в моддинг. Ну как вкатился, ладно. Если бы я еще что-то умел, то я только скрипты шурудить начинаю и ничего умного не сделал. Ну так еще в фотошопе потом покопался. Но в любом случае, если бы не друг, я бы вообще в это бы не влезал. В одиночку не, это все. У меня уже эта философия изменилась. Надо вдвоем делать. Я знаю, что Duke Nukem Advance, ну, хотели некоторые люди ремейкать на движке Дюка. Ну, это, кстати, логично. И я даже этим людям предоставлял эти карты, ну, именно исходные, которые есть. Но я смотрю, там вообще никуда не продвинулось. Даже одной карты не сделали. У меня-то хотя бы первая карта была готова. Ну, как демонстрация. А у тех людей и первой карты нету. Показать нечего. Я еще такой наивный был. Я такой думал, ну я сейчас сделаю этот Duke Nukem там через год, полтора, может быть. И я еще сделаю тогда ремейк этого. Там же был еще серьезный Сэм Advance. На том же самом движке. Ну, то есть это Doom измененный. Вот я сделаю там этого серьезного Сэма на ПК. Ага, куда там? Я даже с Дюком-то не разобрался. И это при всей моей любви как к Дюку, так и к серьезному Сэму. У меня к этим франшизам, ну, не в равной степени прям одинаковая любовь, но соизмеримо. То есть я могу себя назвать, ну, по крайней мере, себя считаю фанатом и серьезного Сэма, и Дюка, и Дума. Наигрался в Волка-одиночку. Да потому что Волк-одиночка, ну, это уже, ну, реально надоело.
Я когда студентом был, это было одно. То есть времени хоть отбавляй. И даже ладно, я когда студентом был, я со своим другом как раз делал, господи, прости, мод на бесконечное лето. Причем посвященный Думу, да. Вот настоящий Doom 3. Я вот захожу, вот вообще не видно, но я знал, что тут имп прячется. Да, так. И тоже, то есть я, начинал про то, что там бесконечное лето. Я... Так, сейчас, секундочку. Тоже с другом делал. То есть, никак не в одиночку. Я и на 4-й Резидент, я имею в виду, конечно, оригинальный, мод делал, мне помогал. Причем даже не абы кто. Вот есть такой мододел, араб, и супер спидранер, там, чемпион, мира по игре 4-й Резидент с ножом. Хейвилс. Он мне помог с моим модом. И мне аж перед ним даже неуютно, потому что он портировал. Но я ему-то описал, что говорю, мне неловко. Он такой говорит, слушай, ты мужик или нет? Типа, что за неловко? Если тебе надо, я сделаю. У него такой подход был прям, интересный. И он мне все подогнал. Но я чувствую, что я вот должен закончить этот мод. Тем более он не какой-то там мега комплексный. Это не то, что вот он же делал там. Если кто знает, что 4-й Resident есть World S, есть Medieval Era. World S делал не он, а вот Medieval Era делал именно Хейвилс. То есть там новые карты, там абсолютно новая сюжетная линия, хоть ты за Леона бегаешь. То есть нет, я, конечно, в такие дебри и не лез. Но даже с тем задатком, чтобы переделать основную игру на немножко другую атмосферу, я застопорился. Я думаю, что не хватает человека, который меня бы подпинывал, типа, давай делай. Doom должен быть везде. А то. Но у меня-то другая смешная присказка. Да ладно. Сейчас, секунду, пожалуйста. Так, извините. Кстати, то, что ты за основу взял этот мод от Дон Рамона, как-то не очень камильфо. Я знаю, что еще один DN3 Doom. Знаю, я про Дон Рамона тоже потом понял. Во-первых, у него исполнение перезарядки пистолетов это полный кал. Реально. Полоска, которую еще нельзя сбросить перезарядкой на R, это, такое. Мне его спрайты нравилось просто. Так ты скажи, готов подпинывать. Так ты меня подпинывай с больничкой. Сейчас, конечно, почти весь чат не понял, про какую больницу речь, но это отдельная история, пацаны. Я еще, знаете, раньше у меня какой был моддинг? Там, слепить карту, там, сделать какой-то оружейный пак. А у меня теперь это, профессиональная деформация. У меня теперь половина модов это переводы игр. Потому что это все равно моды. Ты меняешь просто текст, и текстуры шрифтов и прочего. То есть меня теперь больше такого рода моды интересуют. Стараюсь, конечно, по возможности. Тем более, как я понял, многие люди, они это... Все еще им нужны, переводы на русский язык. То есть, либо владеют английским не очень хорошо, либо не владеют вовсе. Это нормально, кто учил-то. У нас даже сейчас, насколько я знаю из новостей, часы английского языка подурезали. То есть, знание так себе. То есть, если кто-то знает, тот знает. Поэтому, наверное, перевод игр, как никогда нужен. Наверное, зря я перешел на уровень, не взяв соул-сферу. Ладно, боже мой.
Ну, а по поводу того, что я взял основу, ну, мода Дон Рамона, там, ну, еще пока не поздно. Это же я использую как ядро. Переменить это ядро на другой мод. Но у меня они все плюс-минус, ну, есть у них минусы. Не все они нравятся. Поэтому тут, я думаю, может быть, просто брать этот мод и его допиливать. Потому что если я возьму DNet, какой ты писал, DNet Redoom, там, по-моему, тоже надо было что-то переделывать. Ну, под нужды именно ремейка. Я не про то, что там прям переделывать основательно. Но не все они безупречные. Знаю английский где-то на 30-50%. Я так это, знаете, призадумался, 50%. А как понять, что, ну, есть 100% понимания, да, а тут 50%. Ну, это уже неплохо, на самом деле. Некоторые настолько не шарят. Так, интересно, у нас сейчас здесь будет... А, нет, тут эти бароны ада. Ну? А чё, где давилка-то? Блин, я чего-то не знаю, походу, про эту игру. Что такое? А почему? Сам понимаешь, что это странно. Не, ну я примерно понял, о чем ты. Ну, что у тебя уровень владения, ну, не безупречный. Даже я сколько... Я тоже думаю, что я... Ну... Точно не уровень англосаксов. Как я уже говорил ранее, произношение у меня вообще... Тушите свет. А потому что у меня языковой практики-то и не было. Вслух-то я не общаюсь на английском, поэтому у меня и произношения никакого и нету. Подождите-ка секунду, сейчас. Я музыки не слышу, а ее, наверное, потому что, как в Майоре Пейне, у тебя ее нет. Что здесь происходит? Почему здесь нету никакого... Серьезно? А сейчас будет играть, нет? Ладно. У этого мода какие-то странные настройки. Ага, вот что. Сейчас понятно. У нас автор мода что-то тут наворотил, какие-то рычаги добавил. Не знаю, за что они отвечают. Но уже все, по-моему, перенажимал. Или это он подразумевает, что это я энергию должен пустить? Ну-ка. Ага. А, ну конечно же, заработала давилка, которая уже 100 раз не актуальна.
Ладно, ладно, я понял. Идея интересная, но... Есть такая, кстати, такой момент, вот ты смотришь, как делает другой человек, и ты такой думаешь, ну, в этом месте я бы сделал бы немножко иначе. Вот я вот поэтому, кстати, проблема с ремейком Duke Nukem Advance, она, ну, не явная, но немножко присутствует. Вот как можно разделить и доверить другому человеку делать проект? Он же сделает немножко иначе. Но тут надо, конечно, понимать, что, ну, здравый подход заключается в том, что человек, ну, если он нормальный сам по себе, он все равно не будет делать от себя тяну. Он просто сделает, конечно, на свое усмотрение, но это будет интересно играть. И тогда уже без разницы, совпадает оно с твоим видением или нет. Тем более, вот эта история, ну, что я, например, ядро от Дон Рамона брал, тоже специфический момент. Так, извините, я что-то затупил. В оригинале, как нам туда добраться надо было? Надо было на лифте. Сейчас. А здесь, наверное, еще и ревенанты меня ждут, да? Нет, тишина. Не, вообще игра криповая. Ну, я имею в виду 64-й Doom. Да ладно тебе. Ты же мне доверил сделать Паинтиры мечты. Ну, да, именно так. А я как-то так сказал, что как будто... Все, я понял. Ты к тому, что типа не доверяю этот. Не, я немножко про другое. Как раз вот с Паинкиллером мечты я просто твоему вкусу доверяю абсолютно. Ты знаешь, как вот они начали говорить, вот мы сделаем там Silent Hill ремейк. А как вот можно было доверить? Ну, надо доверять тем, кто в этом прям шарит, кто любит эту франшизу, кто понимает, о чем речь. И они нашли правильных людей. Ну, все-таки поляки показали, что они глубоко в теме. Они даже все фанатские теории смогли вывести во втором Silent Hill, имею в виду в ремейке, что, ну, довольно-таки серьезное. Ага, ладно, извините. А тут я имею в виду, что с Duke Nukem, ну, фанатов Duke Nukem полно, то есть, ну, людей, которые шарят за франшизу, их полно, но с Адвансом там все тяжело, там же своя сюжетная линия, и кто как ее понимает, ну, дело такое. Хотя, ладно, звучит смешно, понимать сюжетную линию Duke Nukem, это такое, учитывая, что там как в Думе, гаси всех, спасай девок, спаси планету. Не знаю, это вот, как бы мне это выразить, эту мысль просто правильно. Какая-то тонкая грань есть вот между тем, как вот делать, например, ремейк этого Duke Nukem и как делать, ну, назовем это переосмысление Паинкиллера, потому что прям ремейком Паинкиллера это точно не назвать, это было бы слишком нагло. Тем более живой ремейк у нас есть. Его бы тоже, кстати, переделать. Но тут я пока в эту стезю вообще не лезу. Хотя есть у меня один знакомый мододел игр на Unreal 3, он прямо уже собаку, наверное, съел на этом. Очень много он понимает. Мне кажется, что с Паинкиллером он теоретически бы помог. Ну как, он даже давал подсказку, как можно менять модели. Просто эту теорию, ну, никто из нас не проверял на практике. Это я так записал в to-do лист, что, ага, с Painkiller'ом HD сделать вот эту фигню, получится, не получится. Но в теории получится, потому что официальная поддержка этой игры, она заявлена в тех тулзах по замене моделей. Что интересно, кстати, то есть люди проверили, что оно работает, а никаких модов не выкатили. Хотя, ну, они не обязаны. Я про то, что... Ну, они проверили, что все работает, замена происходит, но релизить какой-то свой мод на замену моделей, ну, они не обязаны. Хотя было бы чудесно. Заодно как живая реклама, что типа, смотрите, вот, можно
Я он видел на игру Squirrel Stepper от Дэвида Шимански, ну где ты охотишься на белок, и это все превращается в хоррор. Какой-то чел, он на ютубе даже показывал, что он там белок на Пикачу заменил, там еще что-то сделал. То есть игру можно замодить. То есть вот, живой пример. Жаль, что он только ссылку не выложил. Ну, любой пейнтиллер лучше предстоящего пейнтиллера. Да вот да. Я знаю, что есть люди, которые бы тут начали бы спорить. Ну, не так, что прям спорить, что о, вы не правы полностью, но... Знаю людей, которые бы сказали, что это не совсем уж прям плохо. Но я бы подумал, что все-таки эти люди, ну, как сказать, не то, что не чувствуют пейнтиллера, но как-то совсем иное представление имеют об этой франшизе, наверное. Да. Да подожди ты. Какой эффект он сделал? Тут прям выдвигалась эта вся стенка. Любо-дорого посмотреть. Ага, интересно. Ага, то есть это он хочет сказать нарративный дизайн. Автор ремейка говорит, что вот стояли, значит, ревенанты, ждали на слух, как я подойду, и нажали на кнопку, чтобы открылась дверь. Это так понимаю. Довольно занятно. Я, конечно, тоже люблю, ну, если я делаю карты, вводить вот такие вещи, что там кнопка есть, или какие-то двери, откуда можно было на самом деле прийти. Но чтобы ревенанты поджидали, это, наверное, даже для меня слишком. Но я не говорю, что это плохо, это просто как-то иначе. Ага, загадка Жака Фреско. Зачем здесь синяя броня, если здесь стоит мегасфера, которая дает и здоровье, и синюю броню? Ну, я прям... Ну, я понимаю, что можно за ней потом вернуться под конец, это было бы логично, но... Вот тоже опять нарративный дизайн. Эта дверь никуда не ведет. Но она есть, то есть как бы люди сюда пришли через эту дверь. Вот такое я люблю сам делать у себя. Даже в том же Duke Nukem ремейке я вот такие двери и прочие вещи, ну, добавлял, пока работал над этим ремейком. Большинство модов в основном делается чисто для себя. Наверное, причина не публиковать данный мод. Да, скорее всего, конечно. Хотя я из тех людей, которые не очень любят моды чисто для себя. То есть, знаете, у меня есть на моей совести парочка модов, которые я делал, буквально для себя. То есть для себя и больше ни для кого. Но это прям для меня редкость. Я обычно делаю моды, чтобы в это играли все. То есть вот если никто в это не играет, то и нафиг оно не надо. Я вот такая у меня философия по моднику. Потому что если в это играю только я, ну как-то не это. Интерес сам пропадает. Если продвинуть тему с ревенантами чуть дальше, то им стульчики нужно было подставить. Да согласен, немножко уже нелепо. Но с другой стороны, хорошо, я типа признаю, что добавление кнопки на стену, в этом есть какой-то шарм, да. И человек запарился, он нарисовал 4 лайн-дефа, там протекстурировал, навесил скрипт, чтобы открывал. Нет, он мог не вешать ее. Он же визуально просто создает. Занятно, это просто краеугольный камень в маппинге, то есть добавлять такую кнопку или не добавлять. Многие бы фиг забили. Да и я бы, наверное, тоже забил, чтобы для ревенантов рисовать кнопочку двери. Молодец. В любом случае, он молодец. Это не первый на моей памяти ремейк второго Дума. Был Super Skull Tag, кстати, советую. Его, конечно, запустить проблематично, потому что он вообще под Skull Tag и заточен был. Но там были интересные задумки. Потом был этот Doom Tribute. Doom Tribute это вообще отдельная песня. Это ремейк первого-второго Дума
в одной целой обертке, наверное, как бы по общим логическим измышлениям самый лучший ремейк. Хотя он в деталях немножко проседает. Там нет такой детализации, как здесь. Он более классический. И вот как этот человек сделал, я уж прошу прощения еще раз, что я не помню, как зовут человека, который сделал Ханте Remastered, но прям честь и хвала, это очень красиво. По меркам Дума точно очень красиво. Скриптман не совсем любой. Овердос не сбалансирован, Resurrection Call, Recurring Redemption Call, Condemnation Norm. Ну ладно, это ты уже прямо спалил. Ну как бы в общем, что даже современный Painkiller больше вопросов вызывает, чем даже самые такие плохие части. Ассеты Skulltag нужно запускать исключительно зандроном с ассетами Skulltag. Ну да, естественно, без ассетов Skulltag оно не будет пахать. Все будет, либо оно не запустится, либо будет в этих значках, ну, восклицательные знаки вместо объектов. Это правда. Ну, смотрите, я со своими затупами успел уже дойти до 7-й карты, а прошло 1,5 часа. Мы полчаса отсоединим, что я пытался разобраться, как это запустить все. О, нарративный дизайн. Мы поднимаемся на уровень прям по этому лифту. О боже, вот эта музыка. Я просто нарочно ставлю, потому что это смешно звучит. Ну, в сравнении с остальной игрой, которая пытается в хоррор. Ладно, мы не будем выделываться. У меня есть БФГ. Мы же не на ультравайленс. Все ясно. Я-то ожидал толпу. Да ладно, попал по мне. Серьезно? Ну, конечно, эта карта оказалась простой. Ну, учитывая, что на ультре это было бы все иначе. Здесь было бы куча врагов. Зато 8-я карта следующая, я думаю, будет очень веселая. О! Ну, даже так заморочился человек. Хорошо. Честно сказать, вот эта труба лавовая была, ну, немножечко сратенькая, но, учитывая все остальные заслуги. Так, ладно, я сюда не пойду. Нет, я могу пойти, почему нет-то? Ну, давай, начни. С Resurrection вообще история смешная вышла. Знаете, за все это дал около полугода. Слушайте, за полгода собрать такую игру, это уже прям серьезный подвиг. Давайте посмотрим на Monster in Fighting, так называемый. Сохранюсь на всякий случай, а то я знаю. Начинается, ладно.
Вообще, это не первый случай. Я, ну, возвращаясь к сообщению про полгода, когда вот игры собирают в очень короткие сроки. Учитывая, что это все сделал почти один человек, имею в виду локации. Если еще один человек мапил это все, то это супергерой. Маппинг это... Да блин, даже в Думе, если возьми маппинг, это все равно тяжело. Моя любимая локация. Ну-ка. Ау, а что такое? А ну вылезайте, вылезайте, все надоели. Так. Плюс, когда я однажды играл в Resurrection, у меня еще и вылет был. Я, насколько понимаю, это не очень редкая проблема. Так, извините, сейчас. Блин, я не вижу. Да вы серьезно? Здравствуйте с прошедшим. Здравствуйте, спасибо огромное. Рад тебя видеть. Как дела? Опа-на, Unmaker. Вот это серьезная тема. Подождите, Unmaker, а он у нас... Ну, конечно, не прокачанный. Интересно, если у него прокачка здесь? Да, мейтер без брейда это вообще это... Я на работе, а ты думаешь. Ну, я понимаю.
Oh, hi, Musi. Sorry for my bad pronunciation. Glad to hear you. Я играл почти на релизе, и там не было... Извините, просто еще фикса с загрузками. Сдохнуть в этой игре означало несколько минут загрузки и сохранения. Ну, это, конечно, печально. Долгая загрузка. Да никогда не было приятно. Но... Environmental Storytelling. Вентиляторы опять. Он буквально... А, ну да, конечно. Проклятие. Ну, thank you for coming on my stream. Окей, that's what easy. ВОЗ. Так, ну-ка. How it's going? Так, у нас получается это было. Ну-ка. Да подожди-ка. Ага, окей. Это было тупо. Молодец, Боромини. Опа-на. А, ну конечно, The Pit. То есть мы прыгаем прям в яму. Ага, прыгаем, и я не вижу куда. Так. Окей, number 9. Yeah, BG sound is really powerful in this rendition. Now, of course, no music at all. Потому что что? Потому что музыка не работает. Как ее... Вот так сделаем. Thanks to Aubrey Hodges for making right choices for PlayStation Doom sound effects.
Окей, вот что теперь я сделал. А, ну конечно. Сейчас. I really like the Terminator 2 sound of shotgun. It's really nice choice. Nice touch. Touch, господи боже мой, я говорю с моим произношением убойно. Окей, сам Circle Strafing. Easy enough. Also love Aubrey Hodge's ambient music. Fits Doom better than the original MIDI. But I'm a P6 Doom fanboy, so I'm kid the best. Well, I prefer PlayStation Doom more than Doom 64. But right now I'm just playing exactly Doom 64. Так, а куда лифт? Что-то я не понял, он должен был подниматься же. Окей. This is a nice touch. Ну да, долго до меня доходило. Тут надо лифт использовать на нужный этаж.
А, ну да. This section. А! Окей, I'm stupid. I wonder if от Pixel Doom Forever remaster project is still going on. I have a weird fascination with the whole thing. Well, as far as I know, the author of PlayStation Doom Forever Total Conversion still working on it, but not so much progress I've seen in last months. But looks like he didn't abandon it. Так почему? Откуда? Personally, I don't like this map. I mean, the original one. It's too complicated. And it's dark. Реально, низги не видно. Я... Грешно, конечно, но если я буду еще честно пытаться так заползти, то это надолго. Been trying to hunt for an original disc, but it's kinda difficult since it's Russian. Well, you're right, but maybe it's possible to send you a disc. I just don't know right now how to do it, but I think it's still possible. The main problem is just getting the right copy, but I'm sure someone does have it. Can't be Doom 64 if you can see in front of you. That's true. Really, really true. This exact map is too dark. The previous ones were bright. It feels better. I forgot where I should go. Так, вы меня извините.
на время, потому что я ничего не понимаю. Перфект. Окей. Much better now. Окей, I forgot where I should go. Что-то я кручусь на одном и том же месте. Я уже здесь 13 минут зависаю на этой карте. Да, неловко получается. Wait a minute, out. Да подождите. Okay, I still don't get it. So... угу. Все ясно. Окей. И это самый нелюбимый сегмент на этой карте. I don't like this area. Окей. Sure, конечно, damaging floor. Так, насколько я помню, тут надо... Так, я же отсюда не выйду. А, нет, выйду.
сказать, конечно, музыка крайне депрессивная. Угу. Читерить нехорошо, но я просто не понимаю, куда идти. А, ну то есть вы хотите сказать... Все, я понял, сейчас. Окей. Kind of silly, but I've got what I wanted. А, ладно. Я же догадывался, что к этому и придет. Да ладно. Не, я что-то неправильно сделал. Тут же должно быть по-другому. Да, желтый ключ я не взял. Окей, елки. Фью. Okay, let's finish this map. "20 minutes. That's a lot." I'm afraid of next map. Would be really dark. Something tells me... Something tells me. Правильнее было бы. Я не знаю. Из меня такой англичанин, что вообще...
Интересно, из чата все уже отвалились со скуки? Это напоминает мне Quake 2. Уровень, где... Так. Окей, это прикол какой-то. Странно, мне казалось, здесь проход был. Ну, ладно. Да ладно.
Да ладно, у меня кончились патроны от всего. Ну хорошо. Супер. Ничего себе. Я реально ничего не вижу. Все вслепую какой-то. Ага, это магазин у них, что ли, был? С кассой. Угу. Так, ладно, проведаем кибердемона. Если он есть на этой сложности, я не помню. Но кто-то ходит. Конкретно эта локация почему-то подвисает. Да ладно, не так уж и темно. Да, действительно. А! Точно. Ну, конечно, конечно. Я не допер, что это та самая локация. Так, ладно, туда мы не идем. Блин, я не помню, как к нему пройти. Хотя, с другой стороны...
Нет. Это дебильная идея. Так, как к этому кибердемону попасть? I don't really remember how to avoid him. I remember that there is a teleport behind with... I really forgot. Ага. Вот... Подождите, я забыл. Да ты серьезно? Самое смешное... Я застреваю. Это объемная вода, она здесь боком вышла. Я начинаю прыгать и застревать сразу же в ней. Кто рычит? Вот это самое интересное. Я тоже понять не могу. I don't remember. I don't remember how to... А, окей. Ну, окей. Kinda lame. But so far so good. Окей, this one. It's all about circle strafing. Так. Окей, this is ridiculous. I don't have any ammo. Ну-ка.
А, окей, в этот секрет. Как-то нелепо смотрится. Agree, the Archvile looks really cool. I really like how this two sprites reimagined even with fun. Nice touch. Ага. Hello. Хм. А, блин. Ага, sure. I don't like pain elementals. Круто, но какой же он темный. Согласен. Ну, я могу, конечно, попробовать увеличить. Вот так. Но мне кажется, оно просто станет белым на экране. Сейчас увидим. А нет, вроде бы лучше. Ну как лучше? Там, где темнота, там все равно темно. Но... Угу. Конечно, конечно, здесь будут два крокодила на узких пространствах. Так, ну здесь я не вижу смысла идти в этот телепорт. Хотя нет, вижу. Хм.
Получше чуток, спасибо большое. Да, пожалуйста, как бы... Я ж понимаю, что не только я здесь. Ну, хотелось бы надеяться. Поэтому, если так лучше смотрится, то... О, как лихо придумано. Environmental storytelling again. Все, наконец-то мы дошли до завода. Угу. Это вот та самая карта, которая была на фотографии. Ну что ж, теперь я здесь. Но, кстати, я ее не проходил, то есть я без понятия, что здесь вообще. Угу. Да ну тебя. А, подождите, здесь же тоже что-то было, нет? Ничего. Ну, вообще, да, очень красиво переделано. Видите, что занимаюсь кончувством и прыгаю, но учитывая, что этот ват все-таки подразумевает прыжки, то почему бы и нет? Ага, угадайте, кто здесь. А, окей, я почему-то думал, что Lost Souls. Что это было? А. А, окей. Интересно, как тут индустриальные уровни будут обрыгиваться. Начало думал в комплексе. Хорошие всякие адские замки после Dead Simp не так хорошо ощущаются, как индустриальные вещи. Ну да, потому что очень много еще абстракции, потому что как-то переиграть специально замки, ну, даже у автора ремейка не получилось. Ну, он старался по-своему, но... Вот это совсем другой разговор. Прям реально я верю, что это... Ну, какой-то промышленный комплекс,
еще и криповый ко всему вдобавок. Так. Вот эту ловушку надо бы заценить. Ну, это не очень-то ловушка, они уже видно их всех. Так, это... А, ну нет, по адресу, по адресу. Угу. Вот это прикольно он переиграл. Как вот он переосмыслил вот эту часть карты, это прям мне нравится. В оригинале было слишком тупо. Ну, абстрактно скорее, ладно, уж не тупо. Ага. Там я забыл, что у нас. А, ну даже так. Ясно, хорошо. Чейнганер-вахтер, судя по всему. Или консьержка. Ну-ка, ну-ка. Its textures actually improve a level, in my opinion. I agree. It looks like real Doom 64 remake. О, найс. Instant Death. Да. Тут прямо не шутит. .3D Floors. 3D. Ё-моё. Не, очень хорошо сделано. I really love this map pack.
Oh. Really infernal. Well, looks great, but I really don't like play Dove like Monster Sprites. Ну, да. I can understand. Угу. Что-то затупил я. Ну... Да, блин. Too much energy cells, I like it. Так. Угу. Something is missing. Хм. Окей. This is something new. Something new, да. Хорошо. That's what easy. A city level, finally. And something happened. Too much details. Так, one sec. Так, ну я не знаю, будем продолжать или будем закругляться? Потому что уже 3 часа прошло, я думаю, уже, наверное, и поднадоело это смотреть. Основные разговоры пришлись на начало стрима.
Но здесь, походу, никого уже не осталось. I think I going to finish the stream in just 3 hours in a row. I suppose that's too much. Ну, в чате, в принципе, наигрались уже. Да, верю. Но в любом случае я благодарен. Спасибо большое, что все пришли. Всех, кто был в начале стрима. Ну, даже про Resident и про Silent Hill поговорили. Хоть как-то это предметный разговор был. Так что на этом спасибо еще раз всем. Так, ну тогда буду завершать. Thank you, Musi, for coming on the stream. I'm going to finish. Так что это... Всем еще раз спасибо. Всем пока.